I'm so grateful for the opportunity to share with you over the next couple of days. Я очень Actually, weeks. очень благодарен Господу за возможность быть здесь и преподавать у вас на протяжении последующих 2 недель. And I want to start each day with a short devotional. И каждый новый день я хотел бы начинать с такого размышления над Священным Писанием. There's a story that I think particularly fits what I want for you in this class. Есть такая история, которая, как мне кажется, очень подходит к целям нашего курса. It's a story about a caretaker who oversaw a cemetery. Эта история рассказывает о стороже, который служил при кладбище. He had many workers working under him. Он был таким начальником над еще другими работниками. Таких работников было много. But he was always the last one to leave at night, making sure everything was done properly. Но когда вечером вся работа заканчивалась, он всегда уходил последним, чтобы убедиться, что все выполнено правильно, все сделано как надо. One evening they had a couple of funerals the next day, so they dug some graves and everything was done and all the workers had gone home. И вот однажды вечером рабочий день подходил к концу, нужно было вырыть 2 могилы, потому что на следующий день должны были состояться похороны. Вот могилы были вырыты, все было сделано, все уже разошлись домой, в общем-то был конец рабочего дня. And the caretaker was walking across the graveyard, making sure everything was done, going toward his car, but the sun was shining right in his eyes. И вот он, назовем его так, хозяйственник, знаете, такой завхоз, может быть, даже сказать, не сторож. Он убедился, что все хорошо, и собирался идти домой, пошел по направлению к своей машине, но солнце слепило ему глаза. So he couldn't see exactly where he was going. И поэтому, поскольку оно ему очень сильно закрывало как бы путь, он не видел, куда он идет. And he fell right into a freshly dug grave that some of his workers had just finished. Yeah, fell into it. И упал прямо в одну из могил, которые только что выкопали на следующий день. It was very deep. Это была очень глубокая Maybe 7-8 feet. То есть очень, около, наверное, 2 метров. He tried to get out, but it was soon clear he was not getting out. Может быть, даже глубже. Он пытался выбраться, но никак не мог выбраться. Совершенно было невозможно. He decided to make the best of it. И он решил, что извлечет из этой ситуации максимальную пользу. He curled up in the corner and went to sleep. Он забился где-то в уголок и решил отдохнуть. The workers would be there in the morning. И он подумал, ну утром же придут работники, да, и они увидят, что он там, и его достанут. There was a farmer who lived in the area. Недалеко была ферма. He went hunting at night. На которой жил фермер, и вот ночью он But he didn't like the graveyard. на охоту. Конечно же, кладбище ему не It made him нравилось. nervous. И кладбище, через которое ему, видимо, приходилось ходить, вызывало у него такую нервную дрожь. But it was the shortest way across. After hunting, it was the shortest way home. Но после того, как он вот уже поохотился, самый короткий путь домой как раз лежал через кладбище. So he decides to go across the graveyard. Вот он и решил сократить путь и все-таки пойти через кладбище. But he's very nervous. Превозмогая свою нервозность. So he's walking very fast. И вот он быстро-быстро топает через кладбище. He doesn't see the grave either. И, конечно же, поскольку ночь под покровом тьмы, And он he тоже не too видит tumbles этой могилы. right into the grave. И что получается? Он падает в ту же самую могилу. Well, he's not so calm about it. И он относится к этому как раз He совершенно... starts yelling and screaming, help, help, you know, crashing and clawing, trying to get out. Совершенно не нравится, он очень сильно волнуется, и он кричит, и руками там машет и кричит, помогите мне выбраться отсюда. And all this wakes up the caretaker sleeping in the corner. Соответственно, в связи с этим просыпается тот самый завхоз, который так благополучно до этого спал. Now he has a problem. И вот возникает проблема. What's he gonna do? Что ему делать? He's afraid if he reaches across and lets the guy know he's there or says anything, the guy will have a heart attack and he'll have a real dead man in the grave. И вот он подумал, если я сейчас к нему протяну руки, если я сейчас скажу что-нибудь, то тогда тот подумает, что я труп, заговоривший с ним, у него может по-настоящему случиться сердечный приступ, он по-настоящему там умрет, и тогда по-настоящему в могиле будет мертвый человек. But he knows sooner or later he has to let him know he's there. Но с другой стороны ему понятно, что рано или поздно тот все равно поймет, что кто-то рядом, и как бы надо о себе все равно как-то заявить. So he decides to wait until the guy is completely exhausted. И вот он решил, подожду
подожду-ка я, пока он обмашет руками, пока он откричит, пока он совершенно выбьется из сил. He's yelled, he's screamed, he's scratched, he's clawed, and finally, totally exhausted, he И вот just этот товарищ кричит, stands машет there. руками, зовет, пытается выкарабкаться, в конце концов он выбивается из сил, Now he просто thinks- останавливается. Now he thinks this is the chance. И тогда тот второй человек, завхоз, думает, ну, наконец-то, So у меня появилась возможность. he reaches across in the dark and he puts his hand on the man's shoulder. Он во тьме протягивает руку и кладет ему на плечо тому человеку. And he says to the man, there's no way out of here. Он говорит, отсюда нам не выбраться. But before he can turn around, the man has jumped all the way out of the grave and has run home. Но прежде чем он сказал последнее слово, тот выпрыгнул в буквальном смысле из могилы и побежал домой. Some of us need that kind of motivation, Друзья мои, некоторым из нас тоже нужны такие especially early in the morning. особенно рано утром. My hope is that I might motivate you in the Old Testament. И я очень надеюсь сегодня, что я тоже вам дам такой очень серьезный побудительный мотив к изучению и исследованию Ветхого Завета. I have an embarrassing confession right off. Прямо сразу хочу вам признаться. I took my Bible out this morning to look up the verses I was going to read to you for the devotion, Я сегодня взял утром Библию, открыл, чтобы найти те and I left my стихи, Bible at the house. которые хотел прочитать вам вот на этом утреннем размышлении над Библией, но оставил Библию, к сожалению, забыл ее But I think I can remember the в verses. гостинице. Но мне кажется, я помню эти стихи. 1 Corinthians chapter 10, 1 Коринфянам 10 глава, about verse 12. 12 стих. He says, these things are written to warn you. Там написано так. You may look and see it. I think it's about verse 12, chapter 10, verse 12. 1 First Corinthians 10, about verse Can you 12 says, just these are look it up? examples. Uh-huh. If you could just go on, I could see. Okay, these things are examples and they're written to warn you. He goes through a whole list of things that happened in the Old Testament, and he says, these things are written for you and me. They're examples for us. You don't need to turn there, but let me quote to you 2 Timothy chapter 3, verses 16 and 17. Or you want to turn there? You may want to turn there. It may be easier for you to read. Yeah, but I'm reading verse 12 and it says, the one who thinks he stands, beware not. Oh, the verse before that. Maybe it's 2 verses. Все это 11 стих, или даже может быть с 10, наверное, скорее с 11 стиха, это 1 Коринфянам 10 глава, 11 стих. Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигших последних веков. So these things are examples of that? Yeah. Now, in 2 Timothy Во 2 Тимофею, chapter 3, verses 16 and 17. в 3 главе 16-17 стих. It's important to realize that when Paul wrote these words, Важно понимать, что когда Павел писал эти слова, it was the Old Testament that he had in view. он имел в виду Ветхий Завет. The New Testament wasn't yet complete. Новый Завет не был к тому времени Most of it hadn't been завершен, written. и большинство из этого еще не было написано. You want to read it? Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. It says, all scripture Здесь говорится о том, что все Писание is God-breathed. богодухновенно. The Old Testament comes from the mouth of God. И Ветхий Завет был изречен устами And Божьими. he goes on to say that it's profitable for teaching, И дальше он говорит, что это полезно для научения. to tell us what's the right thing to do. Там говорится, что нам надлежит делать. And it says for rebuking, Для обличения tell us what not to do. говорится, что нам не должно делать. And I love this. И мне это нравится. And when we've done the wrong thing, how to correct us А дальше, смотрите, если мы поступили неправильно, он также полезен для исправления. and put us back on track. And then we can move forward. And that's the whole idea of experience, which is the next one. For teaching, for correction, for reproof, for correction, and for training in И для righteousness. наставления в праведности. We want to learn a great deal about the big picture of the Old Testament, and then we're going to look at some of the details. Мы с вами в рамках этого курса будем рассматривать общую картину Ветхого Завета, а потом сосредоточим свое внимание на конкретных деталях. I think they have this on their paper. Yes. Okay. We're going to do part of the syllabus today and then part of the syllabus Сегодня мы later. с вами разберем лишь
отчасти план курса, а завтра мы продолжим его разбирать. Завтра вы узнаете, там будут написаны цели, задачи и так далее. I want you to notice that it says the importance of involvement. It seems to be an important principle in teaching. Здесь я хотела бы обратить внимание, This one, yeah. на первый пункт, который называется «Участие». Нашли «Философия преподавания и стратегия». Вот там вторая его часть, да? И первый пункт называется «Участие». Did you go through that whole thing? No, Oh, okay. 10% of what you learn just through hearing. Обратите внимание на то, что 10% из того, что вы изучаете, что вы узнаете, вы воспринимаете на слух. But according to studies, once you hear and then see it, it jumps to 50%. Согласно психологическим исследованиям, если к этому присоединяется еще и зрительный эффект, то запоминается 50%. But when you hear it, see it, and do it, it jumps to 90% retention. Соответственно, если человек слышит, видит еще и делает что-то, то 90% запоминается. So throughout the course, I'm going to get you involved. Поэтому я очень хочу, чтобы на протяжении этого курса вы так или иначе что-то делали. I'm going to try to show you what you need to know, and then I want you to do it some. Я хотела бы сначала показать вам, что делать, а потом хотела бы, чтобы вы сами это делали. You'll have some outside projects, У вас будут проекты, которые вы but we'll do some projects in class. выполнять во внеклассное время, но также у нас будут какие-то проекты, которые мы будем делать прямо в классе. And I want you to, you'll be getting homework each day. Каждый день я буду задавать вам домашние задания. And I think it's important for you to realize that my whole purpose in teaching is for changed lives. Я хочу, чтобы вы сразу же поняли, что я ставлю перед собой цель в преподавании – изменить жизнь человека. I want you to grow in your knowledge of God, Чтобы вы возросли в своем познании but Бога. I also want you to grow in your walk with God. И чтобы вы возрастали в своем хождении пред Богом. And then in class, we'll teach and then we'll discuss. А дальше в классе мы будем с вами учиться и обсуждать. Also, I want to kind of show you what we're going to be doing over the next 10 days. Кроме того, я хотела бы провести обзор того, что мы будем делать на протяжении 10 дней. Today and tomorrow, Завтра и сегодня we're going to see the whole Old Testament. мы с вами такой проведем обзор Ветхого Завета, посмотрим целую картину. I'm an instructor in what's called Walk Through the Old Testament. И я вам буду преподавать то, что мы называем путешествие по Ветхому Завету. And at great personal risk, I'm going to be teaching it in Russian. И лично рискуя, я попытаюсь преподавать его на русском языке. This may set back U.S.-Russian relationships 50 years. That's okay. After day 2, the end of day 2, through day 7, we're going to go from Joshua to Malachi. From Joshua, from Genesis. No, from Joshua. No, we're actually going to go from Joshua to Malachi. Because it says Genesis here. Oh, does it? Well, yeah. А дальше с 3 по 9 день мы будем проходить книги. Вот тут написано у вас Бытие с Иисуса Навина до книги Малахии. The reason we're doing that is because so often people start in Genesis and then they somehow don't quite get to the end. Почему мы начинаем с книги Иисуса Навина? Почему? Потому что порой люди начинают с Бытия и почему-то до конца так и не добираются. So if people know much about the Old Testament, they usually know more about Genesis and Exodus than they do about Samuel and Kings and Psalms. А вот почему-то, если человек и читает Ветхий Завет, начинает читать Бытие, вот там как бы пятикнижие еще он более или менее знает. А вот дальше, если мы откроем там Первое Царство, Второе Царство, дальше и так далее, вот как-то вот в этой области уже знания значительно падают. And then day 8 and 9, we'll do Genesis and Exodus, Genesis through Deuteronomy. And then day 10, we're going to review, and then we'll do a 2-hour final exam. Дальше с 8 по 9 день у нас будет Бытие-Второзаконие, а потом повторение и экзамен. And one of the things I want to do is tailor this for this class. Make it where if it's too much work, then I'll cut back a little bit. If you need to be challenged more, I'll step it up a little bit. Ну и, соответственно, я буду все подгонять, весь этот план, он очень такой примерный, да, под уже непосредственно курс. Если нужно будет на чем-то более подробно остановиться, мы остановимся. Если что-то не потребует большого внимания, значит, мы будем двигаться. Also, every day you'll have some assigned reading. Кроме того, каждый день я буду давать вам материалы для чтения. And I want you to journal.
И я хочу, чтобы вы записывали какие-то свои do мысли, you- какие-то свои, Do you understand journaling? Okay, journaling. какие-то свои размышления над тем, что вы проходите. And I want you to date it. Вести так называемый журнал. И я хочу, чтобы вы в этом журнале отмечали каждый день, что вы туда записали. You don't have to journal a whole lot, Много записывать не нужно. but I want you to journal every day. Но каждый день записывайте что-то, что действительно для вас важно, что вы извлекли для себя. This is what God's teaching me. Именно этому Бог меня и учит. But what you can't do is on Friday night, the last night of the class, write the whole thing. Я меньше всего хочу, чтобы вы взяли и все записали только в пятницу по истечении курса. Вот там напишу для отписки этот журнальчик, и ладно. Each day a little bit. Поэтому я прошу вас что-нибудь каждый день лично для себя туда записывать, чему вас Бог учит через этот курс. And you'll also have usually just 5 written questions. У вас обычно будет 5 письменных вопросов в этом проверочной работе. You'll also have 2 papers. И еще в рамках этого курса вы будете выполнять 2 письменные работы. First paper is due Friday. Первая письменная Now, do they have работа that on there? должна быть выполнена в пятницу на первой неделе. Now, how many words is I forgot exactly. It's page and a half. Okay. 2 pages. Page and a half to two pages on one biblical character. But they will probably handwrite it. Is it okay if we handwrite it? Yes. Просто у вас здесь указано объем там столько-то страниц, поля, двойной интервал и так далее. Поскольку у нас нет компьютерного класса, вы, конечно, можете выполнять все это от руки. And then you make a short class presentation. Будете выполнять это в письменном виде, а выступать с этим в классе. Устно, да, 1-2 минуты. Вот так. Оценка состоит 90% или 10%. Когда будет оцениваться эта вот работа вся, да, то оценка будет состоять из 90% из того, что вы написали, и 10% из того, как вы это изложили в классе. Yes, and you can tell Larissa who your character is going to be. Вот первая работа у вас будет рассказать об одном из главных персонажей Ветхого Завета. Вы можете сразу подойти мне сказать, чтобы у нас не повторялись они. Хорошо? And then we'll talk about the second paper next week. На следующей неделе я вам объясню по поводу второй работы. We're going to start in just a few minutes the walkthrough. Буквально через пару минут мы приступим к путешествию по Ветхому Завету. You have to do the walkthrough to get an A. You have to do the walkthrough in 4 minutes or less. Для того, чтобы получить 5, нужно путешествие по Ветхому Завету, вы дальше поймете, в чем он состоит, выполнить за 4 минуты или меньше того. But I have to do it in 4 minutes or less too, and it's harder for me because I have to do it in Russian. Я такие же требования предъявляю к себе, но мне будет выполнить немножко сложнее, потому что я буду делать это на русском языке. And then class discussion counts for a little bit. Ну и кроме того, ваше участие на уроке, в работе урока тоже будет оцениваться определенным образом. Okay, and then the final exam is 30%. И, соответственно, 30% будет составлять, это мы завтра все вам пропишем здесь, итоговый экзамен, то есть от общей оценки. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ Семинарий.